В этом видео я расскажу о том, что такое сакральные портреты, как я творю мои картины и как это связано с моим духовным развитием, а также символизм и значение моих портретов. Само определение сакральные портреты – это картины, которые имеют духовное или религиозное значение. Эти портреты служат для визуализации сакрального, позволяя зрителям установить эмоциональную и духовную связь с изображаемыми фигурами и сюжетами. И я выбрала это определение своему творчеству не просто так. Я начала рисовать уже во взрослом возрасте. До 25 лет у меня было убеждение, что рисовать я не умею. Открылось во мне это спонтанно и помогло преодолеть многие душевные переживания. За эти 7 лет произошло большое количество событий, которые способствовали моему опыту и росту, в том числе в сфере осознанности. Конечно, это отразилось и в моих портретах. Каждая картина, написанная мной, создается в глубоком погружении, в медитативном состоянии. Я не делаю эскизы и не готовлюсь, как обычно это делают художники. Поэтому я заявляю, что я не художник, я творец. Я интуитивно чувствую образ того, что я хочу изобразить, какую эмоцию передать. Ищу референс, делаю минималистичный набросок и начинаю творить. Практически всегда в моих работах появляются незапланированные детали, так как в процессе я нахожусь в медитативном состоянии и даю волю творческому потоку. Очень часто я какое-то время рисую, потом ставлю работу и залипаю в нее. Это может длиться от 30 минут до часа. Бывает и такое. В такие моменты я вижу скрытые образы в красивых разводах акварели, и у меня происходит разговор с моим подсознанием. То есть я вижу картины в маленьких кусочках. Это как распаковка знаний, которые есть внутри. То есть у меня происходит внутреннее осознание, какие-то размышления и так далее. Мое творчество для меня имеет большое значение, так как с его помощью я могу транслировать свои эмоции, чувства, личные трансформации, а также ценности. Такие портреты, как и любые вещи, созданные руками, несут определенную энергию. Их можно использовать как инструмент для практик и медитации, потому что в них вложено огромное количество энергии и намерения. Также каждую картину я освещаю и заряжаю, чтобы она несла благоприятную энергию. Я не буду вам перечислять значение каждой картины, расскажу о нескольких. Эта девушка с лотосом символизирует гармонию, умиротворение и женственность. В нашем мире, полном суеты и тревог, мы иногда забываем о том, как это важно находить моменты спокойствия. Мне хотелось передать вот эту атмосферу. Девушка улыбается. Это свет надежды и радости, который приходит после тяжелого периода. Лотос вообще считается священным цветком в китайском буддизме благодаря своей символике, чистоты, духовного раскрытия и совершенства. Он олицетворяет идею о том, что, несмотря на свои корни в грязной воде, цветок остается чистым. Лотос также ассоциируется с циклом жизни и возрождения. А это портрет маленькой девочки Сирин. Так как у меня пошло углубление в славянскую мифологию, естественно, у меня пошли определенные образы. И в славянской мифологии этот образ глубоко укоренен. Сирин – это полуптица, получеловек, символизирует связь между мирами, человеческим и божественным. В этом портрете я изобразила ей полупрозрачные крылья, сквозь которые видны цветы. Это отражает эфемерность и красоту жизни, а также ее способность очаровывать и завораживать пением, что может быть как благословением, так и проклятием. Картина также символизирует умиротворение, гармонию и связь человека с природой. Портрет, который вы сейчас наблюдаете, у меня был в работе около недели. В процессе я понимала, что к нему видео со сказками не подойдет. Я записываю такие видео на своем канале. Мне захотелось раскрыть тему моих портретов глубже, собственно, поэтому я записываю данное видео. И на его примере я хочу показать о своих незапланированных деталях, которые выходят. Изначально этот портрет, как вы видите, был без какой-то символики, то есть просто образ девушки. Но в процессе, по своим ощущениям, я поняла, что мне надо добавить на задний фон символ. У меня было понимание, с чем это связано, то есть было определение в голове, и я пыталась найти то, что ему соответствует.
Я нашла славянский символ, который добавила в процессе. Также в нем нарисовалась вот эта деталь. Я не знала, какой делать фон, и начала хаотично добавлять краски и водить кистью. Когда я оставила портрет, чтобы посмотреть, что выходит, у меня пошли образы. Мне стало интересно, я сфотографировала эту деталь. Далее я начала ее увеличивать, и образов стало появляться еще больше. Если тоже что-то видите, пишите в комментариях, будет интересно почитать. Вообще у меня с детства очень развито визуальное восприятие. Помню, как видела образы в облаках, листьях и даже облупленной краски где-нибудь на стене или в узорах на ковре. Поэтому акварель для меня волшебный материал. Получаются картины в картине, о которых знаешь только ты. Портрет этой девушки символизирует очищение. В руках у нее скрутка из трав, глаза прозрачные, так как я хотела передать медитативное погруженное состояние. Красное платье символизирует жизнь, и символ на заднем фоне – это славянский символ связи с родом. Она вышла очень мощно, я это чувствую. Кто-то даже ее пугается и говорит, что она выглядит агрессивно, но на самом деле в ней только благоприятная энергия. Я совмещаю создание картин с чтением сказок на моем канале, чтобы люди тоже наблюдали за волшебством моей акварели. И для кого-то это окажется вдохновением, для кого-то сказкотерапией, так как сила слова у меня тоже присутствует. Дорогие зрители, я человек прямолинейный, всегда говорю как есть. Мое пространство, личное и в соцсетях, как зеркальное отражение, подсвечивает то, чем наполнен человек. Оно может быть благоприятно к тем, кто пришел с добром и чистым намерением, и оказаться башней для людей с негативом. Все по справедливости. Будьте вежливы в комментариях и добрее друг другу. Если вам понравилось это видео и интересен мой контент, добро пожаловать. Подписывайтесь, ставьте лайк. Тем, кто уже подписан, отдельная благодарность и до встречи в новых видео.